Всем доброй ночи. Вы знаете, друзья мои, на самом деле я этот ритуал решила вам подарить по мере возможности, обезопасив для обычного человека, поскольку человеку иногда в жизни нужно понять, кто против него что творит. И какие дальнейшие планы у этого человека, какие козни этот человек строит, и как это все приостановить, как противопоставить себя этому всему, как противостоять. Некоторые люди говорят, что я узнаю планы своих врагов заранее. То есть иногда потом читаю, что вот мы вот об этом думали или где-то, наверное, написали, она узнала. Весьма смешно, конечно, за этим наблюдать. Но они никогда не поймут, откуда это приходит. Вот я сегодня делюсь этой тайной. Хочу вам сказать, что если человек, который ваш враг, очень силен, и силен как бы морально, духовно, энергетически, вы не сможете узнать его планы. Но вы можете понять, кто он, кто есть ваш враг, если вы не знаете. То есть, если вы мучаетесь в догадках, кто это может быть, то вы вполне можете увидеть во сне. Иногда бывали случаи, что люди, которым я давала этот заговор, очень были ошарашены, потому что не ожидали увидеть близкого человека. А мы все знаем, что наши все враги идут из близкого окружения, да, со временем близкое окружение становится далеким окружением. Как правило, не все, конечно, но изначально из близкого окружения уходят от тебя и слухи, и все что угодно. Так вот, если этот враг ведьма, и вы знаете, что это человек ведьма, то единственное, что вы можете сделать, это попросить прощения, попросить, скажем так, о снисхождении, и, может быть, человек смягчится и уберет то, что на вас делает. Могут вам показать, как вам это делают, что делают, но при этом, если человек сильно энергетически, повторяюсь, планы человека вы узнать не сможете. Если ваш враг слабее вас, то вы можете во сне спросить и узнать все его планы. Или он сам вам расскажет. Это, по сути, сон на вызов врага. То есть сон, когда вы можете вызвать своего врага, разузнать о его планах и быть осторожными. Я помню, что как-то я говорила человеку, как провести, человек провел, и говорит: вы знаете, я вот ничего не могу понять, вот как бы наш главный бухгалтер мне приснился, и она вроде хорошая женщина, очень приятная, и она говорила: берегись бумаг. И вы можете мне объяснить? Я говорю: ну, наверное, будьте осторожны с бумагами, там, с тем, что вы подписываете и прочее, потому что раз так сказано, значит, это не просто так, да? На что она как бы отреагировала как так скептически, не поняв меня. Через некоторое время мне звонит и говорит: вы знаете, я поняла, в чем дело, потому что там какие-то поддельные бумаги должны были появиться в деле, в этой папке. И она их обнаружила и уничтожила. И после, когда пришла определенная ревизия, непонятно откуда, кем вызванная, этих бумаг там не обнаружили. То есть они просто спаслись от срока. И эта женщина пыталась их подставить. Вот таким образом могут во сне к вам прийти ваши враги и выдать все, что они хотели с вами сделать, собственно говоря. И чтобы этот сон получился, и я вам рекомендую, кстати, не чаще, чем 3 раза в году это делать. После того, как вы это сделали и узнали, этот сон никому не рассказывайте. Можете только человеку, ну, очень близкому, имеется в виду матери, например, да, но желательно вообще никому не рассказывать. Оставьте черный хлеб, кусок черного хлеба и 13 монет
возле любого дерева и говорите: «Откупаюсь за вещий сон». Собственно, все. Зажигаете свечу восковую. Вот так вот делаете домик над свечой. Смотрите некоторое время на огонь, пока у вас в глазах не начнет двоиться. Это может быстро произойти, потому что от огня глаза иногда устают. Читайте 6 раз заклинание. Я прочту 1 раз, поскольку мне сон в данный момент не нужен, я просто вам дарю. Заклинаю я именем сонного царства и духов мира теней, священной печатью царя Давида, царя Соломона: «О Анаэль, открой глаза мои во сне, дай увидеть тайное, вызови моего врага в мой сон, пусть придет и расскажет все, что имеет против меня, все, что собирается творить, пусть придет, встанет предо мною и отвечает на мои вопросы. Именем Адонаи и 9-й когорты демонов да будет так, как я прошу. Аминь». Прочитали 6 раз, пальцами потушили эту свечу, положили под подушку и легли спать. Сделайте это прямо перед сном. После того, как вы это сделали, ни с кем не разговаривайте, никому ничего не пишите, на сайт не заходите, на WhatsApp не заходите, а просто берете свечу, вот прямо так ложите под подушку и ложитесь спать. На следующий день, когда сон уже увиден, вы уже поняли, кто что хочет против вас и так далее, зажгите эту свечу, пускай она догорает. И просто можете выкинуть, это не имеет никакого значения. Главное, чтобы она догорела. Откупитесь черным хлебом и 13 монетами для того, чтобы сон, который вам дали, вам помог в дальнейшем предотвратить, то есть чтобы он вам впрок пошел. Сделайте это не чаще 3 раз. Ну, в экстремальных случаях можно 6 раз в году, но лучше 3 раза, потому что если 6 раз, они возьмут определенным здоровьем. Это вызов сил потустороннего мира. Анаэль – это ангел или дух ясновидения, то есть тайн. Он сначала был духом, потом его как бы стали называть ангелом. Но в любом случае это сила, которая отвечает за ясновидение. Всем удачи, пользуйтесь во благо.